Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Ковалев на связи прямо сейчас, философ. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие подписчики и просто зрители. Ох, много воды утекло. Столько, собственно, не виделись, и мы сразу видим, как абсолютно меняется ветер в плане вообще перспектив человечества. Да-да, вот такую самую широкую рамку я сегодня хочу взять, потому что вот эта Генассамблея ООН, конечно, превратилась в какое-то шоу. Ну, там, понятно, Трамп, Зеленский, там, выступления, вот эти все посылы, пассажи. Но мы же видим явный раскол, который приобретает мир. Причем раскол проходит и по линии Ближнего Востока, и по линии Украины, и вообще по линии понимания и главного, что ли. Да? То есть, это вот геополитических экономик. Ну, вот например, да, Эрдоган встречается с Трампом и подписывает дорогущий газ СПГ там, на 20 лет контракты взамен на ядерную программу, имеется в виду развитие ядерного топлива, мирного атома. То есть, абсолютно вот то, что мы привыкли, что такое капитализм, да, то есть это выгода и получение выгоды, выгоды странам, выгоды правительствам, этого нет. Идет какое-то явное мировое принуждение к некой новой лояльности. Что за этим стоит, как вам кажется? Александр, вы знаете, вы очень верно подметили, что законами капитализма это, так сказать, не совсем определяется поведение ведущих держав. Это очень здорово сказано. Понимаете, какая история? Я так подозреваю, что включается некий новый актор, фактор, игрок нехорошо, все-таки актор, на земном шаре, так, ни больше, ни меньше. И поэтому кто-то чувствует, кто-то знает, хотя, в общем-то, знают об этом лидеры ведущих держав, об этом знают, они информированы. О чем? Сейчас я расскажу. Значит, изменилось, вы правильно сказали, за эти полгода или сколько-то месяцев, пока мы не виделись, появилось очень много интересных вещей, которые, в общем, меняют ситуацию, меняют архитектуру мировую, геополитическую, в плане мирового управления. Вот. За последние 3-4 месяца очень возросла активность в интернете представителей Галактической Федерации миров. Информационная активность, под этим я имею в виду их выступления. Такого раньше, еще год назад, полгода назад такого не было. Такой активности и такой откровенности. Они рассказывают, что происходит и что будет. Там много интереснейших вещей, но главное следующее. Они считаю, что очень и очень вероятно, что до конца уже текущего года, 25-го, то есть произойдет контакт на физическом плане, то есть, в общем, на Земле, между землянами и представителями Галактической Федерации миров, то есть нашими кураторами человечества. Вот так вот, ни больше, ни меньше. И поэтому знаете, как перед бурей затишье, кто-то там возится, что-то такое делают, какая-то я имею в виду в геополитике, но такое ощущение, что все что-то ожидают. Потому что еще дополнительная информация к тому, что я сказал. В общем, осведомлены достаточно подробно руководство всех ведущих стран мира о том, что грядет такое, что включается новый актор. Я думаю, что отчасти, а может быть даже в значительной мере, такая не совсем разбериха, так сказать, этим и определяется. Все чего-то ждут. Я бы так сказал. Юрий, давайте так. Нам уже, в принципе, сообщили о том, что летит космический корабль, и он не шибко будет дружелюбным и приземлится к нам, в общем-то, в ноябре месяце. Можно, конечно, над этим подтрунивать и смеяться, но нелогичность и логичность в то же время политических деятелей, она впечатляет. Си Цзиньпин заговорил о глобальном управлении.
Трамп с трибуны Генассамблеи, кроме всего прочего, это мы подробно разбираем в разного рода, скажем так, выпусках, но он говорит о том, что надо христианство защищать. Так к нам на контакт представители внеземной цивилизации идут с добром или со злом? Конечно, с добром. Вот то, что летит, так сказать, якобы это комета, она на самом деле это не комета, это из дальней галактики, как вот по информации, которая есть. Из дальней галактики это такой разведчик или, так сказать, там еще что-то. Не его мы ждем. Мы ждем, как нам обещают, мы ждем встречу с плеядианцами, скажем, с арктурианцами. Это очень-очень дружественные нам цивилизации галактические из нашего Млечного Пути, вот, которые, не знаю, как правильно сказать, стотысячелетиями нас, в общем-то, за нами смотрели, десятитысячелетиями помогали, в общем, и вот сейчас мы столько всего тут натворили уже, что такое ощущение, что дальше просто нельзя нас оставлять одних. Мы тут вот. А потом, все-таки Земля же пускай под контролем она же была в внеземной цивилизации или там нескольких цивилизаций, недружественных людям. Сейчас ее мощь уменьшается, но она до конца еще не ушла. И, в общем, такое ощущение, что мы должны оказаться в центре вот этого последней битвы, о которой, повторяю, мировые лидеры оповещены. И они как-то, в общем, пытаются, наверное, найти свое место здесь. Вот. Ну, а что касается Организации Объединенных Наций, конечно, всем понятно. Постоянные члены Совета Безопасности имеют право вето, значит, любое решение можно заблокировать. А когда есть почти 200 стран, которые голосуют на Генассамблеях, тут можно же играть, управлять такие комбинации закручивать, что, в общем, ни одно решение серьезно не пройдет. Конечно, надо будет это все, видимо, очень серьезно реформировать. Потом, так сказать, другие страны, которые чувствуют свою силу, просятся в Совбез постоянными членами. Это тут, в общем, надо ее переформатировать, видимо, очень. Но, вот вы знаете, есть такое понятие, кажется, я уже говорил, экзополитика. Это учет того, что в политике земной действуют пока не очень видимо, не очень видно и зримо эти акторы, которые на самом деле, такая мощь, которая людям, в общем, даже которую трудно себе представить. Но она доброжелательная. Этого бояться поэтому не нужно. Так, подождите. Глобально, если вы говорите, что условно о контакте все знают, и он произойдет до конца года, то тогда что собой представляет идея о глобальном управлении Китая? Мы же, кроме этого, увидели очень практическую плоскость некоего нового знания. Что я имею в виду? Парад в Пекине, идет Путин, рядом Си Цзиньпин. И что они обсуждают? Как дожить до 150 лет, Юрий? То есть, насколько шагнет медицина, насколько, скажем... И так вроде смотришь с позиции обычного человека, да, обозревателя, который на своем горбу это все тянет, имеется в виду жизнь, экономики, войну, противостояние, эмоции, все апеллируют к эмоциям. А ты видишь, что это абсолютно какой-то... даже этот разговор 70 плюс людей, Путина и Си, это вообще какой-то космос. И как будто они живут немножко в другом мире, измерении, понятно. Но вы знаете, я сейчас, конечно, лучше спросить у председателя КНР, что он думал, когда говорил. Тут я совершенно не уполномочен, но мы должны просто понять, что перед предстоящим, так сказать, визитом, будет же размежевание. Ведь не все же примут это с восторгом и намекают наши кураторы, что предупреждены все. Многие получили ультиматум, либо поддерживаете, либо тихонечко будете, так сказать, заменены кем-то другим. Я не об этих фигурах говорю, о которых сейчас упомянули, я говорю вообще.
Ведь есть же те, кто против. Есть глубинное государство, которое там в Европе какие-то есть люди, которые совершенно... Ну, в общем, открытой информации, как вы понимаете, очень мало, и она противоречива. А закрытой я не располагаю. А теперь, что касается, значит, прилетели, и что, так сказать, в чем может состоять помощь? Ну, они нашу ситуацию знают, прямо скажем, не хуже, чем мы, которые в этом варимся, и они готовы нам дать свои технологии. Бесплатно, совершенно, там, может быть, поэтапно. Ну, вот я уже об этом пытался говорить в прошлых, так сказать, стримах. Значит, репликаторы, такие штуки, которые могут практически из окружающего пространства, из атомов пространства синтезировать, получать любые продукты питания, любые вещи. Это медицинские капсулы, их называют еще медицинскими кроватями. В принципе, любые болезни излечиваются довольно быстро, бесплатно. Это бесплатно все. Это нам передают просто наши, так сказать, в дар. В необходимых количествах. Любые болезни, там даже омоложение речь идет. Это бесплатная энергия, неограниченная и прочее. Но тут возникает один вопрос, который даже, может быть, вот я сейчас проговорю, эту, так сказать, сформулирую, могут даже меня сразу не понять. Вот это изобилие может стать угрозой для тех, кому оно сначала придет. Вы мне скажете, как это изобилие может быть угрозой? А вот тут небольшой теоретический, так сказать, экскурс, буквально на 48-49 секунд, не больше. Понимаете, как относиться к изобилию? Потечет, так сказать, бесплатно, вне ограниченных количеств, всякие материальные блага, там медицина бесплатная, без лекарств, без всяких дорогущих и прочее. Значит, готовы ли люди к этому, к бесплатному получению? Значит, следует говорить о том, что можно выделить 3 уровня, скажем так, нравственности. Первый уровень – это человек руководствуется установкой служения себе. Есть такое понятие, оно, так сказать, в некоторых кругах оно используется. То есть, я, мои инстинкты, мои потребности, остальные люди – это либо, средства даже, либо просто мешают. Второй уровень – это уже немножко размывается служение себе, потому что служение не только себе, но и моей семье, моим друзьям, моему бизнесу. И главная цель, смысл – более и более широкое, все более и более растущее потребление высококачественных товаров и услуг. То есть я человек, говорит он, эмоции, мне нужны эмоции, впечатления новые от путешествий, И третий уровень, тот, о котором, собственно, начинается человек, становится человеком. Третий уровень возникает установка служения другим и очень мощная гражданская позиция. Она звучит как «моя страна». Ни о каком возрастающем потреблении, так сказать, речи нет. Другие цели, другие задачи у человека. Его нельзя ни купить, ни запугать. Убить можно, купить нельзя. Но есть один нюанс. В любой стране, в любое время, всегда, и сейчас тоже, тех, которые вторые по типу, их большинство. Я, моя семья, мои друзья, мой бизнес, и потребление. Значит, давайте представим себе, поток этих самых продуктов по нажатию кнопочки, поток предметов. И представьте себе ситуацию. Значит, уже все, кто хотел, все получили, у каждого по вилле, на каждом этаже этой виллы, значит, золотые унитазы. Я недавно прочитал, бывает такое, значит, ванна прозрачная из цельного куска горного хрусталя. Такое бывает. Шубохранилище, там 20 дубленок и 15 норковых шуб или наоборот. И что? А об этом, знаете, Борис Гребенщиков в одной из своих знаменитых песен написал так.
Итог такой. Они сходят с ума, потому что им нечего больше хотеть. Но мы эту хотим перспективу для себя. Тогда что делать? Вот изобилие пойдет, а мы не готовы к нему. Множество людей вот будут, как в свое время говорили, так сказать, коммунизм придет, по 5 мерседесов у каждого. Ну вот примерно так все и остается по психологии-то. Как же быть? Третий вот этот вот уровень служения другим установка формируется только в больших количествах, не у единиц. А мы сейчас говорим о массовых масштабах. Формируется только если страна, в которой этот человек живет, входит в резонанс с управляющей структурой в центре нашей галактики. Но называют ее, те, кто в теме, называют ее центральным галактическим солнцем. Кстати, наши кураторы очень часто это имя, не слово, а именно имя используют. Об этом, в христианстве оно об этом знало, по крайней мере, первоначально. Не потом, которое там вот, а с Христом, которое пришло. Это Бог-Сын. Предполагается, что Бог-Отец – это Бог-Отец, это Создатель. А в каждой галактике есть вот такие центральные солнца, которые управляют процессами. Значит, а в индуизме это Вишну. Так вот, поскольку, значит, сам человек на этот уровень выйти не может, у кураторов всегда была задача стояла столетиями назад и раньше еще, как помочь людям достичь третьего уровня нравственности. Вот установки служения другим. Ну, помощь, какая? То, что знаем мы, так сказать, помним, это христианство. Оно пришло прекрасно. Особенно, я подчеркиваю, первоначальное, потому что потом там настолько все было искажено, что каждый папа под себя переписывал и историю, и писание, и редактировал, и перевод. Господи, люди есть люди. Это известно. Историю пишут победители, правда ведь? Так вот, там все было здорово. А христианство позволяло формировать установку у верующих. Конечно, значит, служение другим. Прекрасно. Но скоро оказалось, так сказать, 3 проблемы возникли. Значит, первое. Да, конечно, служение другим, но все-таки под другими подразумевались все-таки христиане, единоверцы. Так произошел раскол на христиан и всех остальных. Хорошо ли это? Я думаю, что это вопрос риторический. Далее. Значит, вот, да, формируется такая установка, можно ее сформировать, но только у очень глубоко верующих людей. Глубоко уверовать в постулаты христианства могут только единицы сами, потому что требуется очень серьезная переделка собственной жизни, то есть борьба с собой, с повседневными привычками. Так могут далеко не все. Курить-то могут бросить, как вы понимаете, не все. А тут надо ломать привычный образ жизни. Но скоро выход нашли. Заставить людей участвовать в церковной обрядности. Прекрасно. Как заставить? Как? Значит, насильно и бороться с диссидентами. Все. Значит, возник тоталитарный строй в средневековой Европе. И последнее. Значит, конечно, это все здорово, но там было понятно, что жизнь человеческая – это подготовка к страшному суду. Поэтому, какая там ответственность, какая активная позиция жизненная, нет. Поэтому христианство сыграло огромную роль в очеловечивании людей, скажем, европейцев, потому что мы сейчас говорим о Европе, потом США уже попозже немножко, не североамериканские Соединенные Штаты, Европа, допустим. Колоссальную роль сыграла. Вот эти вещи, так сказать, пришлось придумать что-то другое. Просвещение возникло. Опять-таки не возникло оно было предложено. По сути дела, это антихристианская, так сказать, культурная парадигма. Хотя и там никаких насилий не было, христиан не сжигали на кострах. Просто, а зачем верить? Ты сам хозяин своей судьбы.
Значит, постепенно возникло отношение к власти, как вот к властям, как к служащим, которые живут на эти самые налоги от граждан. То есть они, в общем, такие же, как мы. Ну, подумаешь, возник очень совершенно изменилась ситуация в обществе, плюрализм, так сказать, потому что были созданы так называемые системы сдержек и противовесов. То есть возникало некое среднерезультирующее, которое, в общем, не давало никому никаких преимуществ, плюс рынок, который, в общем, ну, не хочешь, не работай, но ты умрешь с голоду, и все. Поэтому, значит, и возник тип человека. Сейчас я прошу меня просить, чтобы я сразу сформулировал, я прочитаю, чтобы быстренько мне... Вот. Извините. Ну, в общем, человек, который знает о том, что жизнь человека сама по себе ценность, образование очень важно, чувство собственного достоинства, человек, готовый принимать решения и отвечать за последствия. Вот. Сформировался очень интересный механизм контроля за выбранной властью. Вот. Мы это наблюдать можем, даже той информацией, которая нам доходит до нас. Вот. Но возникает простой вопрос, и он риторический тоже. Долго ли может существовать страна, целый субконтинент Европа, жители которой, в общем-то, отключены от того, что формирует установку служения другим? То есть могут ли долго жить эгоисты? Долго они могут жить в своем большинстве. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Мне нужны впечатления. Я хочу путешествовать. Опять, я хочу. Мне нужны там 50 этих сортов пива, ну и так далее. Ну, поэтому все, в общем-то, понимают, что сейчас вот эта вот культура просвещения, она потеряла, утратила гигантский созидательный потенциал. То есть там тоже, в общем, тупик у ребят. Вот это вот такие телодвижения, что делать непонятно, Европа сейчас, кого поддерживать, видно, что что-то кончается, что-то должно начаться, а что? Ну вот. Юрий, я хотел бы тогда предметно, Да. ну, ввиду вышесказанного, понять ответ на два вопроса. Я упоминал уже о том, что Трамп говорит, надо христианство защищать. Вопрос же, какое христианство собирается защищать Трамп и кому он служит? Ну и, соответственно, отходя от этого, очень интересно, кому служит в данном случае Зеленский. Потому что то, что вы перечислили выше, это прям, ну, вот, сборник, ну как, это продукт вот этого времени перерождения просвещения. Так. Ну, значит, что такое, почему, на мой взгляд, хотя, опять-таки, лучше спросить у товарища у господина Трампа, но, понимаете, может быть, он почувствовал, что из-под ног, в общем-то, у людей почва уходит, а есть какие-то ценности, ну христиан. Давайте еще вот, я сейчас просто буду импровизировать на ходу, поэтому. Ведь, в общем-то, если Европу называют ну, европейский, так сказать, вот этот вот субконтинент, для него характерно постхристианство. Это не антихристианство. То это вот люди, кто-то верит, кто-то приезжает там мимо, значит, вот храма, в руки держит мороженое в правой, перекладывает его в левую, крестится, едет дальше. Вот примерно такому. В США немножко не так. Все-таки там протестанство, там не католицизм, протестантизм, правильнее, наверное. Там, как вам сказать, там очень жесткая, значит, суть-то в чем? Как узнать, связан ты с создателем или нет? А очень просто. Успех в бизнесе означает, что тебя поддерживают свыше. То есть, понимаете, это, конечно, не третий уровень. Это не служение другим. Ну, там эти фильмы наши, которые мы видим, американские, там, конечно, вот патриотизм пропагандируется. Но вы знаете, когда
при всем уважении к американской нации, великая нация, достижения колоссальные. Но когда вот цель дом и газон, причем пластмассовый, чтобы там его не поливать около дома, ну, это не совсем то все-таки. Вот. Группы людей, эти самые друзья, ради которых на все. Там страны не видно. Вот Трамп виден, он президент. Но вот в разговорах, ну как вот я могу судить, потому что я вижу? Друзья и моя активность. И государство, чтобы не мешало. Там налоги особые. Ведь смотрите, как интересно. Есть два типа уплаты налогов, скажем, ну, промышленниками крупными. Американские и европейские – это абсолютно разные вещи. Значит, в Европе налоги, размеры их разные у них. Там иногда даже они чуть-чуть препятствуют уж развитию промышленности. Но это налоги, которые берет государство. В США все-таки в основном это сами ребята платят, так сказать, из своей прибыли, которую они, в общем-то, не стараются не открывать. То есть там государство устранилось предельно. Ну и, наверное, Трамп почувствовал, что нужна какая-то опора мировоззренческая. Ну вот давайте христианство, ну а что еще? Что он предложит еще? Поэтому его можно понять. Люди, понимаете, можно там эти, так сказать, лужайки у дома, можно там по 3 машины на каждого члена семьи иметь, но когда смысл теряется у человека, ради чего все это? 3 машины, а ради чего? Ради 4-й купить? Вот. Поэтому, наверное, можно его понять. Но прав ли он? Но это я не хочу об этом сейчас, так сказать, говорить, потому что, я говорю, появляется новый актор. И тогда много... Вот. Но что касается президента Украины, ну, позвольте мне все-таки не в эту тему не обходить. Нет, подождите, это очень интересная тема. Интересно? В нее нужно войти, исходя из того, чтобы понимать, да, кто кому служит, и ведь не просто так вот эта война метафизически, ну, на большом уровне. Ну, конечно. В том-то и дело, что когда говорят, что вот на нас напала Украина, поэтому мы обороняемся, ну, это звучит немножечко странно. Но вместе с тем, опять повторяю, никаких на меня обид, я просто говорю то, что думаю. Откровенно, раз, Александр, вы меня просили. Ну вот и есть этот самый пресловутый Deep State, глубинное государство. Это ведь не то, что думают люди, скажем, вот аппарат управления, допустим, в США. Ну, конечно, он входит. Ну, во-первых, там аппарат управления разный. В США 2 партии, как известно, демократическая и республиканская. Так вот, Deep State ориентирован как раз на демократическую партию. Байден, Обама, вот эти вот ребята. Но наверху этого аппарата управления, ну вот Катасонов, наш российский экономист, очень интересно называет его, это уровень хозяева денег. Был такой, недавно умер американский исследователь теневой власти Энтони Саттон. Он называл это орденом. Ну, это, не, так сказать, не масоны, там, ну, не так примитивно. Вот, орден. Вот Deep State. То есть, это вот структура, иерархия, на самом верху, которые стоят, но они очень ослаблены сейчас, благодаря кураторам. Стоят негативные представители негативных инопланетных рас. Ну вот представить себе трудно, что там Земля захвачена, да как это, мы же не видим. Ну как это мы не видим? А вот эта война, которая сейчас происходит, действия, которые... Понимаете, такое ощущение, что вот спровоцированы были стороны. Есть факты, есть... Можно представить себе, что какие-то буквально отмашки давались той и другой стороне обострять ситуацию. Чтобы потом... Я не буду в это углубляться, потому что это... Ну, эта информация открытая, конечно, но она... Вот, ладно. Ну, скажем, ну, вот хорошо. Осенью 2021 года, там за полгода до начала
значит, СВО, я буду этот использовать термин, значит, приезжал директор ЦРУ в Москву, не всего-навсего, к президенту РФ. Ну, что это было? Он приезжал, Венс, без, ну, с переводчиком, конечно, но без секретаря. То есть он абсолютно конфиденциальные были, так сказать, переговоры, никто никаких протоколов не вел. Хотя обычно там, ну, двое-трое должны присутствовать. Нет, переговоры были секретные. И после этого вот начались непосредственные приготовления к... Кстати, об этом пишет очень интересно Андрей Ларионов, говорит, вернее, бывший помощник президента РФ по экономике. Сейчас он живет в США, он эмигрировал. Очень интересный человек. Он занимается, в общем, ну, политической разведкой, как я могу посудить, по открытым и не очень открытым источникам. Ну вот. Значит, такое ощущение, что отмашка дана была России, давайте, ребята, вперед. С другой стороны, но ведь сейчас уже не скрывают эти самые, что были эти вот биологические лаборатории на территории Украины. Это можно над этим смеяться, ха-ха-ха, какие там лаборатории. Ну, смеяться можно, только это не смешно. Из одной из таких лабораторий, скажем, в Китае убежал коронавирус, например. Сам ли он убежал, кто-то дал команду ему убежать. Какое это имеет значение? Эти вещи американцы, так сказать, не любят создавать боевые отравляющие вещества или там биологическое оружие. Они не любят создавать на своей территории, хотя у них есть там Форт Брайк и прочее. Там, по-моему, ну, в общем, одна из баз. Сейчас я уже могу ошибиться в названии. Вот. Но все-таки они стараются... Вот ведь это же все было известно. Ну, я процитирую, простите, так сказать, я не знаю, как относятся к этому наш ведущий и зрители, Арестович. Умный парень. Вот. Ну, можно улыбнуться, можно нет. Но, понимаете, вот мне понравилась его, так сказать, формулировка. За последний год создавалось не, так сказать, из Украины делали антироссию. Такое ощущение, что кто-то целенаправленно нас сталкивал. Значит, одного сделать так, чтобы им можно было запугать, а другому говорят, давай, вперед, мы тебя поддержим. По крайней мере, не будем мешать. Для чего это нужно было? А вот чтобы создать такую управляемый хаос, а потом... Поэтому вот вам глубинное государство. Кто на кого работает? Есть понятие работать в темную, так сказать. Никто никому ничего говорить не обязан. Но существует принцип давнишний и предавнишний. Еще об этом в Бхагавад-гите написано, так сказать, выражение. Из джинны строят храмы. Ну, джинны – это темные силы. То есть противник вот этот вот духовный может хоть на уши встать, но обязательно его козни будут использованы в плюс. Вот, пожалуйста, сейчас ситуация доведена до без 5:12. Она, наверное, даже уже без 4 минут 12. И можно приходить к кураторам. И можно поднимать свои, так сказать, их, ну, у них же есть агентура здесь, ну, смешно. И агентуры, и так называемые сотрудники света, воины света. Они говорят, что у них есть агентура в правительствах ведущих стран. И агентура, и агенты влияния, и какая хочешь. Ну, диверсантов все-таки, наверное, нет. Вот и все. Поэтому кто кому служит. Ну вот, когда придет время, лучше, конечно, занять правильную сторону. Тогда вот так бы я на это ответил. Вы так Вот сказали о хозяевах денег. На самом деле мы видим, что война, ну и многие в народе говорят, что война в Украине, она происходит из-за денег. Да, и, соответственно, из-за их хозяев. Но вы упомянули выше, ну, как бы кто-то, у кого-то, кто слушал, да, вот эти ваши примеры об изобилии, да, которые там принесут инопланетные цивилизации, они как-то вспомнили коммунизм, социализм, вот эти движения, когда открываешь кран, а из крана течет молоко. Ну да, или сухое вино, да. Или сухое вино. То есть вы же помните это все. Кто что хочет, да, понятно.
Смотрите, тут же такой момент. Если теряется вот это материальное, то, что бесплатно становится, ну, оно обесценивается. И стремление тогда пропадает, да, вот к достижению каких-то, ну, или там благ. Соответственно, следующая итерация будет переключение с достижения благ на достижение чего-то иного. Чего? Вы знаете, очень интересные в этом плане думают над этим. Американцы, так сказать, вы будете смеяться, как говорят в Одессе, но именно американцы. Вот эти вот замечательные сериалы их, «Звездный путь», «Звездные врата», там, ну вот самые известные, там их миллион серий, так сказать, и все, говорят, что вот в этих сериалах очень и очень... Ну, в общем, это один из каналов раскрытия информации об инопланетном присутствии. Так вот, «Звездный путь», Star Trek, понимаете, это одна из целей. Помощь тем, кто нематериальный, не принести там что-то, а помогать в развитии сознания тем, кто в этом нуждается. А таких, уверяю вас, в галактике столько, что... То есть, вот переключение, то есть, они называют это, ну, не все американцы, естественно, а те, кто занимается этим, цивилизация звездного пути. То есть, один из смыслов помогать, так сказать, тем, кто отстал. Тем, кто будут технологии колоссальные даны, так сказать, перемещения мгновенные, там, порталы, антигравитацию. Но это не технически все это помогать, как помогают нам. Помогать вот нашим теперь уже младшим братьям. Ну, во-первых, так сказать, на Земле еще, извините, африканский континент, например, поднять надо. Ну, так сказать, такая мелочь, да? Вот. Но когда, допустим, возникнет единое глобальное человечество с единым правительством, кстати, интересно очень, это будут не выборы туда, это вообще не... Потому что выборы – это, ну, вы понимаете, когда битва компроматов идет, какие же это выборы. Ну вот. Это будут совет мудрецов, которые, ну, в общем, ладно, это очень интересные вещи, об этом рассказывают представители Галактической Федерации в своих видеороликах. Значит, так вот, одно из направлений – это помощь, масштабная, огромная помощь младшим нашим братьям в галактике. Это одна из. Хотя, конечно, тут вот, когда говорят, будут заниматься искусством, саморазвитием, ну, сложно это сказать заранее, но то, что мы должны... Вот, понимаете, когда вот вы заговорили о коммунизме, которого не было, был социализм, это какой-то очень странный, там было легко провозгласить цель. Значит, экономика должна работать ради удовлетворения, значит, ради формирования личности, значит, в духовном плане, в интеллектуальном, физическом. Нет враждебных классов, но там почти стерильные ситуации. Давайте направим все деньги вот на, так сказать, на граждан. Сейчас нам придется в условиях крутой капиталистической собственности придется найти способ вот так же формировать у людей в больших масштабах установку служения другим. Иначе, во-первых, от этих вот благ, которые к нам могут пойти, мы получим только беду, а во-вторых, ну вот вы правильный вопрос поставили, а что делать-то будут, когда все уже работать в поте лица не нужно? Это вопрос, на который ответ я пока не знаю. Вот это, наверное, одно из направлений для коллективного творчества. Ну, смотрите, вы говорите... Смотрите, вы говорите о людях, которые должны служить другим. Но если у нас осуществится контакт и какие-то материальные блага там, передадут в неограниченных или, ну, допустим, достаточных количествах, то получается, что человечество должно будет служить другим цивилизациям. Ну, это логично. Ну, все ли смогут, я не знаю, так сказать, полететь, допустим, на этих кораблях гигантских там куда-то, но это и не нужно. Ну,
какая-то устремленность появится. Потом все-таки же самосовершенствование, оно ведь бесконечно. Но у меня ответа на этот вопрос нет. Я не хочу, так сказать, надувать щеки и говорить, что я все знаю. Нет. Это потребуется учет опыта, который цивилизации, которые нас обгоняют на тысячи лет. Ну, все-таки, наверное, они как-то, в общем, нам в этом плане помогут. Тут одно из направлений – это вот цивилизации звездного пути. Помощь огромная и всесторонняя, и вот тем, кто нуждается в этом. Вытаскивать их из того болота, в котором сейчас находимся мы, примерно так. А может быть, даже и поглубже. Значит, Ну, в слушаниях Конгрессе Соединенных Штатов Америки, в общем, и периодически мы видим более-менее даже современные снимки, скажем, некоторых летательных объектов, которые попадают в поле зрения то ли беспилотников дальнего следования, то ли, ну, скажем, самолетов и так далее. Значит, это является очень предметным, скажем, ну, вот таким направлением в деятельности новой администрации Трампа. Вы можете предположить или объяснить, просто интересно, о каких здесь идет речь инопланетянах? вот когда эти там в ноябре, в декабре прошлого года, да, вот были массовые буквально летали даже над Европой, значит, там эксперты, ну, которые в теме, так скажем, эксперты, называют 3 группы вот этих вот штук, которые летали. Это действительно весточка от кураторов, это, ну, всякие враждебные штуки, и это человеческие, эти самые, созданные методом так называемого обратного инжиниринга. Это, в общем, давно этим занимаются люди. Ну, не люди, а люди, конечно, люди, да, но эти военно-промышленный комплекс американский, так сказать. Понимаете, вот когда Трамп пришел воодушевленно, его поддержали кураторы, это известно, пообещал в течение, как он обычно говорит, там, позвоню и все раскроется. Вот он позвонил, но похоже, что он пошел немножко не тем путем. Ведь он, так сказать, никто его там не вел за ручку, попросили. Понимаете, он поручил людям. Давайте рассекречивать. Информации масса в ЦРУ, в АНБ. АНБ, собственно, ведь, извините, ЦРУ было создано в 1947 году. После того, как разбился этот самый в США, этот самый, ну, небольшой корабль. Вот. И тогда нужно было сразу все это смотреть. Поняли, что переговоры ведутся, надо их перехватывать. Но, в общем, дело не в этом. Так вот, рассекречивать. Он дал команду своим, он поставил своего директора ФБР, центральной разведки, эту даму. Они все пообещали, они от души. Но он пошел путем очень простым. Давайте вот я начальник центральной разведки, дорогой директор там какого-нибудь Боинга, вот давай-ка мне свои материалы. А он говорит, нет, они мои. Это моя собственность, плюс к тому же это вопрос национальной безопасности. Я ничего давать не буду. И рассекречивать я не намерен. Вот так вот они потыркались. И вот уже полгода прошло, ничего не движется. Слушание в Конгрессе. Прекрасно. Вот выступает, допустим, там офицер, я не буду называть его имени, который буквально занимался обратным инжинирингом, он выезжал на места катастроф, там, посадок. Но ему говорят, слушай, дорогой, но как только ты будешь об этом рассказывать, мы уберем прессу и тех, кто не допущен до этой информации. Таких будет человек 15. Ты расскажешь? Он говорит, ну зачем тогда? Вот и все. То есть попал Трамп в ловушку. Он обратился не к кураторам, помогите, а к людям, которые не смогли преодолеть вот это вот, ну это дипстейт. Вот они, так сказать, ну и там тупик. Сейчас можно... Вот там какие-то видеоканалы есть. Опять-таки, вот вы знаете, я вчера, ну, извините за такой уровень, полол огурцы и поднял голову, а там тарелку. Ну, можно. Но, понимаете, а дальше нет. Технологии. Ведь есть эти самые тайные космические программы. Ведь известно, что по программе «Скрепка» в США в конце после войны, значит, переброшены были
многие сотни инженеров, которые владели инопланетными технологиями из Антарктиды, там, скажем, из Южной Америки, из-под Антарктиды. И они, в общем-то, принесли с собой вот все, что дали, так сказать, им негативные немцам инопланетяне, все это... Ведь там же было телевидение, там были радары, там были реактивные двигатели, самолеты, ракеты. Там один колокол чего стоит, эта самая антигравитационная штука, одновременно репликатор. Но это все оказалось в США. В Америке, в СССР немножко, в основном в виде чертежей. И Сталин там, в общем, немножечко так оказался, конечно, у разбитого корыта, потому что пошли все эти вещи потоком в США. Ну, так что вот так. Поэтому с рассекречиванием сейчас не будет, видимо, никакого в США. Ну, так До того, подождите, получается, будет контакт, о котором никто не узнает. нет, ну, кураторы говорят, что, ребята, ваши СМИ, они настолько все не ваши, что будут специальные каналы, ну как же, это выберут. Но почему-то говорят, что это будет в России. Без всяких обид, это не я сказал. Есть 3 точки: Алтай, Байкал и юг Челябинской области. Вот. Там эти самые места силы колоссальные, которые сейчас активированы будут. Вот. Ну, вот с этим связана миссия России. Опять-таки, прошу без иронии. Вот. Не той России, которая... В общем, другой России, давайте так скажем. Миссия России, поэтому будут специальные программы, телепередачи, отключены будут все... откуда я знаю, что будет? Но они обещают, информация будет такая, что... Ну, вот так. И я в это верю. Вы, наверное, почувствовали уже. Я полон оптимизма, потому что мы, заигрались так, что нам уже самим из этого не выйти. Причем не самим, а есть же очень мощные силы, негативные инопланетяне, которые и технологии примерно те же у них, и влияние такое, что... А что касается хозяев денег, мы их имена-то не знаем. Это и не Ротшильды даже, это же выше, которые... Вот. Ну, это условно, хотя Катасонов экономист, поэтому он так и называют. Орден – это ребята, которые мировое управление. Юрий, тогда вот смотрите, есть еще такой очень специфический момент, на самом деле очень важный. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, и вот как смотрите на эти вещи. Значит, в Албании представили первого министра искусственного, женщина искусственный интеллект, да, то есть создан. И вот говорят, министр искусственный интеллект. Все. В совершенно разных сферах жизни вводятся элементы искусственного интеллекта и так далее. Украинская война в Украине, то есть точно так же. Искусственный интеллект вводится в режим оружия, да, в режим уничтожения, вводится в гражданский сектор, вот как по примеру Албании и многие другие места. Значит, насколько искусственный интеллект способен, на ваш взгляд, философский, править, продуктом чего он является и к чему приведет человечество, когда уже многие уже даже так сами для себя, да, включают 2 телефона и 2 чата GPT, и они начинают разговаривать друг с другом. То есть мы понимаем, что это вот как ты мчишься на лошади, например, да, и ты вот вожжи попускаешь, а потом бросаешь. Есть шанс вылететь из седла. Есть. А иногда она может привести домой, когда, так сказать, раненого бойца. Лошадь, да, конь. Но это, понимаете, если, так сказать, философски требуется уровень, то это значит, вот самолет – это благо или зло? Если он санитарный самолет, то он мгновенно прилетит там на пожар, который иначе, так сказать, и перевезет раненых. Если делать из него бомбардировщик, то он разбомбит что угодно. Понимаете? Кто будет им управлять? Это искусственный интеллект, это инструмент.
конечно, желательно его из-под контроля не выпускать. Но это инструмент. Кто будет им, так сказать, рулить, в каких целях будут его использовать? Опять же, так сказать, ножом можно резать хлеб и дать голодному, и с ножом можно пойти на, вот, так сказать, на гоп-стоп. Ну, вот так же примерно. А что касается, ну, сейчас, я думаю, тут вряд ли нужно говорить о том, что у кураторов это все, конечно же, есть, и там продвинутые на порядке, ну, они не дадут нас в обиду. Понимаете, вот в том-то и дело, это опять я вот к этому хочу вернуться. Мы столько наломали дров уже, что вот надо уже нас по углам вообще разводить, говорить брейк, и надо нам помогать, потому что мы уже можем уже просто... А что касается, ну смотрите, ну вот скажем в Европе события, ну уже настолько все обострено, уже там минируют эти самые территории приграничные в Европе. Ну, осталось только мелочь, так сказать, начать нажимать кнопки на тактическом ядерном оружии. Ну как это? Ведь только стоит начать. Почувствовать одной из сторон, что уже все, взяли за горло. Ну как это? Другое дело, что кураторы не позволят, и ни кнопка не нажмется, и так далее. Но там дезактивировано все давно. Но вот я и говорю, пора говорить, ребята, хватит, подождите. Вы славно поработали, но давайте теперь мы вас так чуть-чуть вернем в берега. Я бы так сказал. Юрий Ковалев, философ, был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр, спасибо, дорогие зрители. Уважаемые. Друзья, напишите, что думаете в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Самое главное, берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого.